Всем привет! В этом видео я вам хочу показать, что можно вязать из очень-очень маленьких остатков. Остатки — это, наверное, больная тема у вязальщицев. У меня их мало. Кто со мной давно, я рассказала, но могу еще рассказать для новеньких. У меня в моем доме есть магазин пряжи, у меня остатки бывает очень мало, потому что я могу, один клубок осталось, я могу сдать, или я могу по 2, по 3 купить, вязать вещь, и там останется мне очень маленькие остатки. Получается, если целый моток останется, я могу сдать назад. А так, естественно, логично не могу. Поэтому у меня очень мало остатки. И я никогда по интернету пряжи не заказала, не приходилось. Не то, что это плохо, просто мне не приходилось. Если бы у меня рядом не было, я бы тоже заказала. Я пряжу покупаю только по делу. Сначала придумаю что, потом иду пряжу посмотрю. Или пряжу посмотрела, приду домой, придумаю, за и против делаю, потом покупаю. Поэтому у меня очень мало бывает остатки. Я девочек понимаю, что очень много остатки, потому что они наперед заказывают, упаковками заказывают. Естественно, там много остатки, и я против дома много остатков собирать, потому что в моем случае в квартире все по делу у меня заставлено, чтобы еще и мои мешки, это было бы многовато, и я минималист, мне очень это потом даже скажу по секрету, снится, что там у меня мешок остатки, что с ними будет через несколько лет. Поэтому я стараюсь это все извязать, что-то вязать. И еще у кого есть маленькие внуки, это тоже хорошо. Маленьких детей можно что-то вязать для дома, и чего бы нет, сейчас очень модно. Разные полоски, разноцветные вещи можно вязать, неплохо будет. Честно говоря, из остатков плед не вязала никогда, потому что у меня, как я уже говорила, остатки мало. Плед вязать это надо много. И не знаю этим пледом, что делать. У меня в характере, знаете что, я очень боюсь разные цвета носить. Наверное, так и воспитала девочек, теперь не могу переубедить, они тоже боятся. Сильно пестрые, разноцветные. Ну, мы уже потихонечку начинаем. Допустим, кто не увидел, в моем канале есть футболка летная, и сказал Бэби Каттон, я много вязала, и остатки по чуть-чуть осталось, я вязала на себя. Сначала я показала, что я придумаю, сначала я своих девочек, как мама настоящая, я предлагаю им. Девочки, может вязать, может не вам вязать. Если они все отказываются, потом я позволяю себе вязать, чтобы совесть не мучила, как говорится. Я кому показала, сначала чуть-чуть горловину вязала, чуть-чуть вязала, пока размер можно было регулировать размер, на кого надо. Но они все испугались, сказали нет. Я думаю, я буду вязать, показать. Ну, раз нет, сама буду носить, я думаю, сколько плохо будет, дома буду носить. Честно говоря, я вязала и боялась, вязала, примеряла и думаю, куда мне, что мне, где это носить. И в итоге получилась очень красивая вещь, и обидненько мне получилось. И я вообще всю жизнь одеваю вещи, ношу вещи, которые вязала я сама. Но люди спрашивают, даже иногда не спрашивают, они думают, это магазинные. Я потом, когда к слову говорю, да ты что, ты вязала? Да, неужели? И все, больше ничего нету. А эту футболку я как начинала одевать на улице шортами или под джинсы. Вы представляете, все мои знакомые, все незнакомые,
Все на меня смотрели, комплимент делали, сказали, что это самый красивый, что я вязала. Обидненько. Какие-то остатки. Как-то испугалась в итоге это. Поэтому я хочу чуть-чуть свое мнение поменять. И остатки тоже вязать, они имеют место быть. Я сейчас, что я буду показать, это моя средняя дочка беременная и младшая беременная, как вы уже кто давно знает. Она будет родить в ноябре. А первый ребенок она рожала в мае месяце. Поэтому прямо 9 мая и мальчик. Представляете, какая победа у нее была. И там я много вязала разные комбинезоны, это побольше. Я на осень рассчитала, чтобы ребенок уже летом не носит. А еще пинетки вязала, он не успел носить, потому что в мае жарко, а потом уже побольше стал, он быстро начинал ходить, говорить, ничего такого не носил, так и остались. Поэтому дочка говорит: мама, мне ничего не надо, только носочки можешь вязать, потому что и в роддом требуют одевать, в ноябре, наверное, не так уже тепло, и дома. Как так первый ребенок, ну, почти летний, у нас в мае месяце в Днепре вообще жара жарой, поэтому у нее не было. Она мне заказала носочки вязать, и я решила банально, но имеет место быть. Если у вас сильно мелкие клубки, если у вас есть маленькие дети, или у соседов есть, почему бы нет, или родственникам, на подарок можно. Зато и избавитесь, и глаз радует, и кому-то будете радовать. Вот, много болтала, хотя мне требует уже чуть больше болтать. Посмотрим, как у меня получается. И вашего позволения извините, я не додумалась, чтобы взвесить эти носочки. Посмотрим, сколько грамм я избавилась от остатков. Вы представляете, 113 грамм. Я вязала почти целый моток и 13 грамм вязала, получается. На мой взгляд, очень даже у меня красивые, хорошие. У меня носки на канале есть, подробный мастер-класс бабушкинские носки. Я так и вяжу. Я знаю, что сейчас есть разные способы, разные пятки, разные сверху, снизу это. Ну, я привыкла и ничего зазорного не вижу. У меня времени нету что-то новенькое вязать, поэтому вяжу так. Это самый классический, самый легкий и древний вариант. Если кому этот интересует, у меня на канале есть, можете посмотреть. Смотрите, это, по-моему, самая маленькая. Красиво, правда? Очень даже красиво. А, еще хочу пару слов рассказать. У меня у соседки была магазин. Сейчас нету этого магазина, она закрыла. Вот в этом магазине она продавала детские вещи, коляски. Это все на роддом рассчитано. Не взрослых детей, небольших, только новорожденных. Коляски там, для новорожденных вещей, игрушки, такое. Она знает, я вяжу. Это было уже 3 года назад, 5 лет назад, не помню уже. Она пришла, говорит: мамочки, когда коляску покупают, они хотят вязаные носки, потому что зимой, оказывается, роддом требует шерстяные носочки вязаные, чтобы на человечка еще одевать эти носки, чтобы ноги теплые были. И она мне заказала, как заказала, сказала, сколько можешь. Я вязала неумеренное количество, такие мелкие носки, разные цвета, разные толщина, разные размеры, потому что у мальчиков больше нога, у девочек мало, недоношенных бывает. Я вязала и много продавала, и радовала мамочек тоже, потому что на базаре таких мелких не найдешь.
а покупное не хотели, именно шерстяные надо. А потом этот магазин уже не актуально, у меня времени нету, уже самому скоро 4 внука будет, поэтому я отказалась, не буду вязать. И там магазина нету, короче, еще отступление, как говорится. Мне очень нравится, они очень стильные, красивые получились, и я больше 100 грамм избавилась от остатков. Это мне еще больше радует, честно говоря. Вот, эти я решила, что, смотрите, здесь, во-первых, не совпадает, здесь тоньше нитка, а здесь толстый. И я решила вот так делать. Мне нравится резинка за воротом. Тоже красиво, правда? Мне нравится. И еще махровью вязала тоже. Они все чуть-чуть они разные. Я так и рассчитала, что это первое время вот эти. А потом побольше еще чуть-чуть вязала. Парочку. Я все закрывала иголкой. Кроме этого, потому что я это хотела завернуть, зачем надо иголкой, чтобы круга не получилось. Мне нравится иголкой закрывать. Я вам советую. Иголка закрывать у меня очень легкий вариант есть на канале. Если хотите, посмотрите, если кто-то не знает и боится. У меня самый легкий вариант закрывать иголкой. Чего иголка хорошо? Потому что если носки есть вероятность, что такая пряжа, что не держит, потом вот этот бугорок, что есть, полурезинка, что вязали, здесь пустота. Вот эту нитку-резинку можете одевать, 2 слоя, и все, будет носки держать и форму. Ну, со мной пока такое не случилось. Если случится, есть вариант. Я помню в советское время вязаные носки, что продавались фабричные, тоже здесь резинка присутствовала. Так что это не страшно, не видно, все хорошо. Вот. Все, смотрите, здесь пока еще даже не прятала и, наверное, прятать не буду. Чего? Это пускай так будет. Ничего страшного. Здесь мне все нравится. 1 на 1. Можете 2 на 2 делать, как вы хотите, так и делайте. Еще я хочу сказать, я там, когда носки мастер-класс делала, я там говорила, моя бабушка что учила? Если хочешь, чтобы вязаные носки долго служили, ничего с ними не случилось, будьте добро, одевайте, не так взяли и одевали ногу. Вот делаешь вот так, вот. Одеваешь ногу, здесь широкая, здесь хорошая часть, правильно? Одеваешь, потом завернешь, чтобы отсюда, когда пятка пойдет, у вас отсюда, туда, и все нормально. А если отсюда засунуть, будет быстро, это как совет. Совет от моей бабушки, как бы. Я это уже знаю, девочек тоже говорю, кому подарю, всем говорю. Я носки буду много-много вязать, потому что скоро Новый год, холодные зимние вечера, очень актуально подарить носки, правильно? Поэтому вяжите, носки имеют место быть, это даже можно вязать очень модные, очень красивые, и почему бы нет, дома тоже одевать. А мне кто-то еще спросил, что не износятся быстро пятки. Нет, девочки, сейчас не такие нитки. Во-первых, раньше мы вязали чисто мы с бабушкой, вязали только сугубо та пряжа, что бабушка сама делала эту пряжу. Из овечьей шерсти 100%. Тогда да. А сейчас, если вы заметили, вот эти нитки, очень хорошо, что чуть-чуть есть акрил там, во-первых. Это очень хорошо держит и форму, и пятку держит. У меня есть домашние носки, я это хочу когда-нибудь вам показать, и может и такое вязать. Знаете, они не носки, я одеваю вместо тапочек. Форма как носки, я горловину побольше делала, чтобы снимать было очень легко, как тапка. И честно я говорю, в прошлом году я босиком хожу, это как тапочки. В прошлом году я носила, и сейчас я ношу.
Я просто это не думала подготовиться, вам показать, я потом покажу. Из остатков тоже вязала. И никакого дырки нету. Акрил хорошо защищает. Поэтому, тем более, если вы будете из остатков вязать, извините, не так сильно обидно будет, если сезон носите или 2 сезона, это нормально будет. Носки это не чемпер, это не вечно, как говорится. Поэтому... И скоро у меня еще задумка есть на Новый год. Хорошие из остатков что-то подарочное вязать, почему бы нет. Вот, буду вязать и вам показать, будем вместе вязать, вместе развиваться. Я тоже всегда учусь, всегда думаю, что можно делать своими руками. Почему бы нет? Мне это нравится своими руками делать. Я с самого мала лет не только вязать, я и умудрилась и шить, и моих девочек, и платья шила, и много чего шить сейчас не шью, мне времени нету. И печь, выпечки делать это, мне это все нравится, и во мне это, наверное, есть. Поэтому все у меня своими руками делаю. И я вам советую, если у вас такое желание есть, вам нравится, делайте. Если есть вопросы, конечно, здесь вопросы не может быть. У кого вопросы есть насчет этих носков, переходите, у меня есть мастер-класс подробно, там очень легкий вариант. Моя бабушка раньше прямо схему не читала, ничего, я не знаю, откуда они узнали, по цепочку сарафанное радио пошло-поехало, и они все вязали. Моя мама, когда приезжает ко мне в гости, говорит: ты что, твоя бабушка не написала ничего, когда вязала? Я же сейчас горловину считаю, да, все-таки реглан, это все считаю все-таки. А она говорит: нет, она нет. Хотя моя бабушка, честно сказать, не так вязала, конечно, как сейчас все на свете мы вяжем. Ну, они когда без тетрадь, без ничего, у них все в голове, это все было, они вязали, пошли вечером друг к другу в гости с соседкой. Иногда бабушка говорила: пойду вместе будем вязать, посоветоваться с соседкой. И так и вязали. Там носки очень легкие, классические, если что, переходите, посмотрите, мои дорогие. И еще хочу привет передать дочку. Она мне смотрит, я знаю. Бурастан, тебе привет, и приезжай, уже можешь забирать. Потому что она уже сумку собирает. Как раз приезжай, забирай носочки. Кто уже подписался на мой канал, я очень благодарна. Мне нравится, что у нас с каждым днем нас много и много. Будем общаться. Будем вместе друг другу советы давать. А кто еще не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. Будем дружить, вязать. У меня в голове много есть, время нету. Вот девочка одна написала, что сегодня мне вот шикарный чемпер. Могли бы еще и показать, как вязать. Вот, мои дорогие, я это, во-первых, вязала до канала. Во-вторых, у меня времени нету. Если что-то надо, что на моем канале есть, сильно вам надо мастер-класс, скажите. Ну, надо чуть-чуть подождать. По очереди будем вязать, естественно. Я уважаю ваше мнение, ваше желание, почему бы нет. Но только чтобы в моих силах было, и оно актуально было, это желание, почему бы нет. Если что, пишите, будем вместе думать, если что-то есть, мастер-класс, только чуть позже. Вот такие дела. Вяжите, как я, вяжите лучше меня. Всем пока, до новых встреч.